Когда маленькие больные волчата окружают человека, который их вырастил, он замечает, что в их поведении что-то изменилось. Они как будто пытаются ему что-то сказать. Он следует за ними, чтобы посмотреть, что не так, и то, что происходит дальше, невероятно. Как только солнце начало садиться, Майло начал собирать свои рыболовные снасти. Улов за день был обильным, и старик чувствовал себя довольным. Пение птиц и лязг его снаряжения, когда он складывал его в сумку, были единственными звуками, которые можно было услышать в лесу. Но затем шорох в кустах впереди заставил его остановиться. Он огляделся по сторонам, но ничего не увидел. Затем, когда он отвернулся, из-под леска рядом с ним появились маленькие больные волчата. Их крошечные фигурки были обрамлены угасающим светом. Сначала они двигались осторожно, их носы подергивались, когда они учуяли его запах. Затем, сделав движение, от которого у него замерло сердце, они начали окружать его, не сводя с него горящих глаз. У Майло перехватило дыхание. Не потому, что он их боялся, а потому, что их приближение было не похоже ни на что из того, что они когда-либо видели раньше. Обычный человек вскрикнул бы от удивления или страха, но он был спокоен. Волчата сидели на земле и смотрели на него. Это была не первая их встреча. За годы, проведенные на природе, в своем любимом месте, Майло приспособился к ритмам дикой природы, научился распознавать знаки и сигнализаторы, которые большинство других людей пропустили бы мимо ушей. Он знал пение птиц, следы оленей и повадки рыб, которые плавали в реке рядом с его хижиной. Однажды, отправившись в лес на рыбалку, он обнаружил несколько признаков, которые подсказали ему, что в глубине леса находится волчья стая. У него хватило ума убраться восвояси, но что-то заставило его остановиться как вкопанного. Его сердце замерло, когда он услышал хныканье. Он осторожно приблизился к логову, стараясь не спугнуть то, что находилось внутри. Внутри он не мог поверить своим глазам. Он обнаружил 6 крошечных волчат с едва открытыми глазами, которые жались друг к другу, чтобы согреться. На вид им было несколько дней от роду. Он огляделся, но матери нигде не было видно, а детеныши выглядели слабыми и голодными. Вопреки здравому смыслу, Майло решил остаться с ними. Он знал о дисках, что волки защищают своих детенышей, и если бы мать вернулась, она бы не обрадовалась его присутствию. Но что-то в нем не позволяло ему оставить их там, не узнав об их судьбе. У него было ощущение, что они пробыли там довольно долго, что было маловероятно для матери-волчицы. Следующий час Майло провел у входа в пещеру, ожидая, не появится ли мать-волчица. Он оставался в безопасном месте, где она его не видела, хотя и был менее уверен в ее способности учуять его запах, особенно учитывая его рыболовные снасти и дневной улов. Но его опасения были напрасны. Когда солнце село, волчицы-матери по-прежнему нигде не было видно. Испытывая некоторое сочувствие к маленьким волчонкам, он отправился домой, пообещав себе вернуться на следующий день. Детеныши были слишком малы, чтобы есть его рыбу, и поэтому он не мог оставить им немного. Он просто развел для них небольшой костер, чтобы они не замерзли. Он не знал, почему, но чувствовал ответственность за них. В следующие несколько дней Майло возвращался в логово, принося молоко и воду в бутылочках для кормления медвежат. Он знал, что молоко, которое он купил, может быть и не самое лучшее для них, но, по крайней мере, оно помогало им насытиться. Его беспокоило, почему волчица-мать бросила своих волчат, но он ничего не мог с этим поделать. И вот однажды утром, направляясь к логову другим путем, он наткнулся на труп волка. Когда он осмотрел его поразило душераздирающее осознание. Это могла быть мать-волчица. Мысль о том, что она отправилась на поиски пищи, чтобы прокормить себя и своих детей только для того, чтобы встретить трагический конец, довела его до слез. Это была печальная судьба. Природа может быть жестокой. Он видел это бесчисленное количество раз. Для маленьких волчат это означало конец пути. Они были совсем одни, и без их матери природа не была бы к ним благосклонна. Но Майло не мог позволить природе идти своим чередом. Сила.
У него была возможность помочь медвежатам, и он понял, что теперь не может отвернуться от них. Это дало ему возможность выполнять свою миссию, и он стал ходить в логово каждый день. Он держался на расстоянии, не желая слишком вмешиваться, но медвежата быстро привыкли к его присутствию. Окрепнув, они начали выходить из логова, и их игривые выходки вызывали редкую улыбку на лице Майла. Именно в это время у Майла установилась связь с Капс. Он назвал их Луна, Грей, Ансель, Шэдоу, Мун и Ральф в честь их характерного рисунка шерсти. Луна, Грей и Ансель из-за их светлой, почти серебристой шерсти, а Шэдоу, Мун и Ральф из-за их более темной и загадочной внешности. За прошедшие недели связь между Майло и Капс укрепилась. Они часто сопровождали его на рыбалку, их игривый лай и завывание эхом разносились по лесу, но в их отношениях были свои сложности. Бывали моменты, когда дикие инстинкты медвежат вступали в противоречие с человеческой натурой Майла. Луна, в частности, отличалась озорством и часто испытывала терпение Майла. Шэдоу, Грей и Ральф, с другой стороны, были более сдержанными, всегда наблюдали и учились на расстоянии. Что касается Анселя и Луны, то они всегда попадали в неприятности. Их отношения подверглись такому испытанию, какого Майло и представить себе не мог. Однажды, в особенно суровую зиму, Майло попал в снежную бурю во время рыбалки. Пронизывающий холод и снежные вихри сбили его с толку, и он быстро заблудился. Когда наступила ночь, Майло понял, что у него большие неприятности. Ему негде было спать, а запасы еды быстро заканчивались. Когда он уже почти потерял надежду, он услышал знакомый звук. Это был вой его маленьких волчат. Они звали его, задаваясь вопросом, где он. Когда Майло позвал их в ответ, им каким-то образом удалось найти его во время шторма и отвезти обратно в безопасную хижину. В другой раз именно Майло спас медвежат. В лесу была группа охотников, и жизни медвежат угрожала опасность. Он знал, что медвежата были слишком малы, чтобы постоять за себя, поэтому взял дело в свои руки. Он изо всех сил старался отвлечь охотников, заставив их пуститься в погоню за диким гусем по лесу. Это был рискованный шаг, но он оправдал себя. В конце концов, браконьеры остановились, и медвежата были в безопасности. Теперь, когда медвежата окружили его в лесу, Майло понял, что что-то не так. Со временем их связь окрепла, и он мог различать все их тревоги и выражения лиц. Он был как отец, а отцы достаточно хорошо знают своих детей, чтобы понимать то, что невозможно выразить словами. То, что должно было произойти дальше, просто невероятно. Волчата уставились на Майло глазами, которые сияли как звезды, начинающие появляться на темнеющем небе. В их поведении было что-то необычное, какая-то настойчивость, которой Майло раньше не замечал. Луна, более энергичная из них двоих, подошла ближе и потерлась носом о руку Майло, словно пытаясь что-то сказать. Шэдоу последовал его примеру. Его взгляд был напряженным, как будто он тоже хотел что-то передать. Он запрыгнул к нему на колени, чего никогда раньше не делал. Майло опустился на колени до их уровня, его сердце бешено колотилось в груди. Что случилось с медвежатами? За те месяцы, что они провели вместе, он научился читать язык их телодвижений, но это было что-то новенькое. Детеныши обычно были игривыми, но сейчас они были почти серьезными. Когда он посмотрел им в глаза, ему показалось, что они пытаются сказать ему что-то важное. Он почувствовал, как в воздухе витает тревога, напряжение, от которого волосы у него на затылке встали дыбом. И тут он заметил это. Одного волчонка не хватало. Он огляделся и, конечно же, не увидел Муна. Внезапно тень слез с колен Майло и тихо заскулил. Затем он бросился к деревьям, оглянувшись на Майло, словно призывая его следовать за ним. Остальные волчата последовали за ним в лес. Тень остался позади, все еще уговаривая Майло следовать за ними. Он держался рядом с Майло, его тело было напряжено и настороженно. Без колебаний Майло встал и последовал за волчатами. Что бы это ни было, что так взволновало медвежат, ему нужно было это выяснить.
По мере того, как он углублялся в лес, ночные звуки становились громче. Стрекотание сверчков, шелест листьев, когда они шли, и отдаленный крик совы наполняли воздух. Но за всем этим Майло слышал что-то еще. Низкий, ровный гул, который, казалось, становился громче с каждым шагом. Он чувствовал, что Мун в беде. Он ускорил шаг, волчата следовали за ним по пятам, ведомые тенью, пока они не достигли небольшой поляны, где... Тень остановился. В центре поляны, залитая завораживающим сиянием лунного света, стояло огромное, вырванное с корнем дерево. Его корни простирались, как руки великана. Ствол упал в узкую канаву, и его ветви образовали временный мостик на крутом склоне внизу. Но медвежата так разволновались не из-за дерева, а из-за звука, доносившегося снизу. Их сестра Луна оказалась в ловушке между деревьями. Сначала Майло не мог понять, что происходит. Рев реки внизу прерывался резкими пронзительными всхлипываниями маленького тигренка, но когда он наклонился поближе к поваленному дереву и вгляделся в темноту внизу, то, что он увидел, заставило его сердце остановиться. Запутавшаяся в переплетении корней и веток Мун выглядела такой слабой и готовой сдаться. Ее братья и сестры издавали какие-то звуки, словно пытаясь успокоить ее. Ее мех был перепачкан грязью, и она изо всех сил пыталась освободиться, издавая жалобные крики. Судя по всему, она, вероятно, пыталась перейти по деревянному мосту и поскользнулась, запутавшись в корнях. Она находилась в опасном положении, и если бы упала, то не смогла бы выжить после падения во враг внизу. Майло лихорадочно соображал. Он должен был действовать быстро. Детеныш был в серьезной опасности, и нельзя было терять ни минуты. Он повернулся к ее братьям и сестрам, которые в тревоге расхаживали по краю оврага, не сводя глаз с попавшего в ловушку детеныша. Он придумал, как вытащить волчонка. Он знал, что должен быть осторожен. Беда. Одно неверное движение могло привести к тому, что детеныш упадет, а этого он совсем не хотел. Немного подумав, Майло лег на ствол дерева и осторожно перебрался по узкому мостику. Дерево скрипело и стонало под его весом, но он продвигался вперед, полной решимости добраться до детеныша. Другой детеныш с тревогой наблюдал за Майло, надеясь, что ему удастся спасти их брата. Его сердце бешено колотилось в груди, каждый вздох напоминал ему о том, насколько опасным было спасение. Подойдя ближе, он увидел, что глаза львенка расширились от страха, а маленькое тельце дрожит. Она была так близко, но все еще недосягаема. Майло протянул руку, и его пальцы коснулись шерсти волчонка. Волчица заскулила. Ее крики стали громче. Стиснув зубы, Майло наклонился еще ниже, схватил волчонка за шкирку и медленно, осторожно вытащил ее из корней. Дерево застонало под его весом, и на мгновение Майло испугался, что они оба свалятся во враг, но затем, сделав последний рывок, медвежонок оказался на свободе. Майло прижал медвежонка к груди, когда тот начал медленно пробираться обратно по стволу дерева. Земля казалась невероятно далекой, а темнота внизу, казалось, тянулась бесконечно. Но, наконец, после того, что показалось ему вечностью, он добрался до края оврага и осторожно передал волчонка другим волчатам. Луна и Ансель тут же принялись теребить и облизывать своего брата. Их облегчение было ощутимым. Когда Майло откинулся на спинку стула, переводя дыхание, он не смог сдержать улыбки. Наконец-то ему удалось спасти маленького волчонка. Он наблюдал, как 6 волчат воссоединились, яростно виляя хвостами. Луна не могла перестать лизать Луну. Все еще дрожа от пережитого, Мун прижалась к своим братьям и сестрам, словно черпая силу в их присутствии. Майло почувствовал глубокую привязанность к маленьким волкам. Они больше не были просто волками, на которых он наткнулся в логове. Они были частью его жизни, а он — частью их. Майло встал и направился к своей хижине. Теперь, когда ему удалось спасти детеныша, пришло время возвращаться домой. Он шел впереди, а детеныши следовали за ним, весело виляя хвостами.
Они знали, что в его лице обрели защитника. Когда луна поднялась выше в небе, заливая лес серебристым светом, стало происходить нечто необычное. Маленькие медвежата прижались друг к другу и начали тихо подвывать. Их голоса, хотя и были молодыми и нетренированными, звучали так гармонично, что у Майла мурашки побежали по спине. Это был звук чистых эмоций, похожий на песню благодарности и радости, которая наполнила ночной воздух. Майло и раньше слышал вой волков, но это было что-то другое. Это был их первый вой, но ему казалось, что они поют непосредственно для него, признавая связь, которую они разделяли. Майло был горд. Связь между ним и Капс и раньше была крепкой, но теперь она стала нерушимой. Хотя это было странно, он чувствовал, что они семья, и не хотел бы, чтобы все было по-другому. Они спасли жизни друг друга так, что никто бы никогда не поверил. Какая удивительная история. Вас тронула связь между Майло и маленькими волчатами? Давайте продолжим разговор в разделе комментариев ниже.